Если вы все время путешествуете, то вам достаточно только этого устройства для рисования. Почему вам не нужен большой планшет? Как организовать рабочее место, если совсем нет места? В этом видео мы поговорим о лучшей технике для рисования на основе моего опыта. Здесь не будет никаких технических характеристик, а только описание моего пользовательского опыта на основе многих лет. Возможно, кому-то будет это полезно, и кто-то не совершит те ошибки, которые совершила я. Все мы мечтаем о подобных рабочих местах, которых очень много в интернете. Но что делать, если места нет совсем? Или вы все время путешествуете и переезжаете? Какую же технику вам лучше выбрать? У меня долгое время как раз-таки был второй случай. Я очень много путешествовала и переезжала, жила в разных местах, и иногда там даже не было нормального рабочего стола. И вообще никакого стола не было. В то время, когда я путешествовала, естественно, я брала работу с собой, и мне нужны были очень мобильные средства для рисования, и также они должны были быть многофункциональными, мощными и очень мало весить. Случались иногда моменты, когда у меня был целый рабочий стол и даже второй экран. Поначалу у меня даже не было своего профессионального планшета. Первый мой планшет мне дала попробовать подруга. У нее был Wacom Antius Pro старого поколения. Он был ей не сильно нужен, и она дала мне его на время, чтобы я попробовала его и поняла, нужно ли мне покупать свой. Потому что стоил он тогда достаточно недешево. Ну, в принципе, как и сейчас. Рисовала я на ноутбуке Asus 15-дюймовом. Он был очень громоздкий. Купила я его, потому что у него был большой 15-дюймовый экран, а также он был достаточно мощным для того времени. Но его толщина и вес, они, конечно, были очень большими. И таскать его везде с собой было очень неудобно. Когда я поняла, что мне нужна покупать Wacom, я остановилась на Wacom Antius Pro. Они уже тогда были нового поколения в размере M. К сожалению, у меня не сохранилось фотографии того времени, когда можно было положить ноутбук и на него сверху этот планшет Wacom. И это такая была толстенная плюшечка достаточно большого размера, и для этого нужна была отдельная сумка для ноутбука, и все это весило очень много. Не говоря уже о бесконечных проводах, которые ко всему этому были нужны. В общем, супермобильностью тут не пахло, но на тот момент это было лучшее решение, которое я нашла. Но потом у меня была череда поездок за границу, естественно, с таким огромным багажом, как ноутбук 15-дюймовый и планшет Wacom, я не могла ехать, поэтому я купила себе планшет Samsung. И у меня на канале есть где-то видео, как я выполняла на нем работу для постапокалиптического романа. Я делала монстра, все время планшет вылетал, но однако это было моим спасением, потому что планшет был очень маленький, я положила его в рюкзак и поехала колесить по Европе. И когда мне приходили заказы, я, конечно, с болью и слезами, но могла их выполнить. Кстати, насчет вакуума. Если кто-то думает, что ему нужна доска побольше, я, возможно, сейчас, может, и купила бы себе размер S. Возможно, его тогда не было. Я бы купила себе размер S. Когда я достаточно много поработала на своем планшете, я поняла, что на самом деле мы используем очень-очень маленькое пространство для рисования. И огромный-огромный планшет, он на самом деле не нужен. Используем вот такой кусочек, и он самый-самый протертый, а какие-то крайние углы мы практически не используем. Дальше череда моих поездок продолжилась, но я не могла уже на своем старом Samsung рисовать, потому что он вообще не вывозил. И я решила купить новый планшет Samsung S7, потому что я думала, что я буду носить его везде с собой, рисовать в кафе и все такое. Так я не ошибалась еще никогда. На самом деле покупка этого планшета была самой большой моей ошибкой. Да, он нового поколения, он был более мощный, но также он был и тяжелый, и достаточно большой. Если вам достаточно для работы вообще только одного планшета, понятно, что вы купите себе iPad там 12, да, или еще какой-то очень большой планшет, потому что это будет единственный ваш инструмент для рисования. И чем больше будет планшет, тем будет вам удобней. Но если вы, как и я, не можете обойтись без компьютера, потому что я работала и в 3D-программах, и в программах для текстурирования. И вообще рисование только на планшете мне лично не подходит. Мне очень нужны горячие клавиши, так я работаю намного быстрее. А также мне нужен Photoshop. Однозначно мне нужен полноценный компьютер. И вот когда вы покупаете себе планшет как дополнение к компьютеру, я советую вам купить поменьше планшет, потому что свой Samsung S7 я совершенно никуда не выносила, он у меня стоял дома, он был достаточно тяжелым, чтобы таскать его в сумке, а я любитель маленьких сумочек, потому что я натаскалась огромных сумок за время учебы, и теперь я люблю только вот такого формата, куда влезают ключи, кошелек и планшет, телефон.
а дома можно порисовать и на компьютере, поэтому лежал он особо без дела. Сначала я его использовала для фильмов, а потом и вовсе продала. И вот за такую ошибку я заплатила 50% стоимости, то есть я купила его за одну цену, а продала на 50% дешевле. Но все-таки я хотела рисовать на пленэре, грубо говоря, на выходе, на выезде, в кафе. Ну, в общем, рисовать вне дома. И я впервые задумалась о покупке iPad, именно iPad mini, потому что именно он своим форматом напоминает скетчбук. Он даже меньше, чем некоторые скетчбуки, намного тоньше и очень-очень легкий. Вот практически как самый маленький скетчбук, который у меня есть, который я до сих пор не начала, такого же размера. И это для меня оказалось очень-очень удобно. Хотя какое-то время я привыкала к ручке, потому что я привыкла к ручкам Samsung. Они очень легкие, тонкие. А на этом фоне Apple, конечно, вот такие достаточно тяжелые и увесистые. Я не смогла привыкнуть к стандартному наконечнику. У меня есть видео про наконечники, что я заменила стандартный наконечник силиконовым, потому что вот этот вот звук клацания по экрану мне никогда не нравился. Весь этот разговор про разные планшеты я веду к тому, что задумайтесь, пожалуйста, если вы хотите планшет как дополнительное устройство, а также вы хотите его как скетчбук, грубо говоря, то лучше посмотрите на планшеты поменьше. И не думайте о том, что если возьмете большой планшет, большой экран, это все хорошо. На самом деле этого планшета будет достаточно, потому что именно вот это пространство у меня протерто, вот примерно такого же размера, протерто у меня на Wacom Antius Pro. Я сама была такая, что я хочу экран побольше, я хочу, чтобы был большой экран и было все видно. На самом деле для рисования мы действительно используем маленькую часть. Но самой удачной своей покупкой я считаю ноутбук Samsung Galaxy Book 360, потому что он как раз-таки для тех, кто все время в поездке и кто хочет на самом деле 3 девайса в одном. Он крутится во все стороны, он может стать огромным планшетом, он уже продается с ручкой, что очень хорошо, не надо дополнительно покупать. И ручки очень хорошего качества у Samsung, потому что в них стоит та же система, как и у Wacom. Они работают без зарядки. Плюс этого ноутбука однозначно, что он мощный, что он легкий. У этого ноутбука сенсорный экран. Когда вы переворачиваете и делаете из него огромный планшет, клавиатура снизу автоматически выключается. Но классная вещь, что вы можете подключить отдельно клавиатуру, и таким образом у вас будет огромный экранный планшет с горячими клавишами. Я не смогла подключить ее по Bluetooth, он почему-то не определил ее, только через шнурок. Но я думаю, если купить дополнительно какую-то клавиатуру типа Logitech, которая недорого стоит, таким образом у вас получается огромный экранник и отдельно еще горячие клавиши, которые вы можете подключить. По сути, когда я его купила, мне больше не нужен был планшет от Wacom. Какое-то время я еще им пользовалась, но сейчас он уже лежит без дела. Все равно не хочу его продавать, потому что, мне кажется, он может мне еще пригодиться. С покупкой этого ноутбука все изменилось. Я могла брать с собой один тоненький ноутбук и выполнять на нем все задачи. Но, конечно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и здесь не без нее. Единственный минус этого ноутбука — это его экран. Экран не самый качественный. В каком плане? То есть все с ним хорошо, на нем все хорошо видно, хорошая цветопередача, но все-таки разрешение у него всего лишь 1920 на 1080. Но со временем я начала чувствовать, что у меня начинают сильно уставать глаза. Это, конечно, может быть не только от экрана, это множество других факторов, что я вообще, в принципе, рисовала на этом диване, и у меня не было вообще никакого стола, рисовала я на коленках. Все же из песни слов не выкинешь. Экран не самого лучшего качества, не самого лучшего разрешения, но, возможно, у меня начали болеть глаза и по другим причинам, а также, может, потому что я слишком много работала. Но в данный момент я не путешествую, и все мы знаем почему. И я задумалась о рабочем месте, но на данной квартире я не могу поставить себе даже полноценный стол. В общем, долго объяснять, я не могу здесь организовать себе полноценное рабочее место, которое я бы хотела иметь. На самом деле, мой идеальный стол — это если бы вот тут до конца стены вместо дивана была длинная столешница, и на ней бы вот на одной части я расположила компьютер, на другой части стояли бы кисти, краски, на третьей части стояла бы графика. И это был бы идеальнейший стол, потому что нет ничего хуже, чем все время разбирать, собирать туда-сюда материалы. Но так как я сейчас никуда не переезжаю, не уезжаю, я решила улучшить экран этого компьютера, купив отдельный монитор. Но я не хотела покупать просто монитор, поэтому я купила вот такой XP Pen 16 Pro. Когда я его купила, я была совершенно в полном восторге. Единственное, что мне не понравилось,
это вот эти низкие подставки. Я вот так его никогда не использую, потому что мне кажется, это супер неудобная будет поза. Ты будешь сидеть над ним вот так, и твоя шея просто скажет тебе пока. Поэтому я купила вот такую подставку для ноутбука и использую ее под этот планшет. Таким образом я подняла его практически на уровень моего лица, и я не склоняюсь сильно, чтобы рисовать на этом планшете. Советую эту подставку, она очень-очень удобная, и она достаточно жесткая, чтобы не сгибаться, когда вы рисуете по планшету. Этот монитор, конечно, не супер большой, но однако он все еще может считаться мобильным. На самом деле он влезает в рюкзак, и да, с натяжкой, но можно называть его достаточно мобильным. Я могу положить его в рюкзак вместе с ноутбуком и уехать куда-то, если я поеду на длительный срок. Но вот когда я увидела обзор на XP Pen 22 дюйма, я сначала расстроилась. Я подумала, ой, надо было брать его, он такой большой. Но сейчас я вам объясню, почему большой экран не всегда хорошо. Что касается меня, во-первых, мне некуда было его ставить. У меня нету фактически стола. Стол — это стойка под синтезатор, на которую купила вот такую столешницу. Это специальная столешница для музыкальных стоек, которая используется в музыкальных студиях для того, чтобы поставить какое-то дополнительное оборудование, колонки, и таким образом расширить в студии рабочее пространство. Мне кажется, получилось достаточно стильно. Так вот, экран 22 дюйма, мне сюда совершенно некуда было поставить. Я уже говорила, что мы на самом деле используем малую часть. Если вы не рисуете какие-то огромные баннеры, которые будут распечатаны на целую 9-этажку, то вам не нужен большой планшет, не нужен большой экранник. Если вы рисуете иллюстрации к книгам, обложки или просто иллюстрации, которые останутся в CG, вам достаточно 15-16 дюймов, и совершенно не нужно 22 и так далее, потому что рисовать вы будете на очень-очень небольшом клочке, где-то по центру. Я показала вам всю свою технику для того, чтобы, если сейчас у вас стоит выбор, что же себе купить, всегда исходите из своих предпочтений, идите от вашего процесса рисования, нужен ли вам полноценный ноутбук, или вам хватит планшета. У многих производителей есть ноутбук с ручкой, на экране которого можно рисовать. Но опять же, всегда смотрите обзоры именно художников, потому что не все такие ноутбуки очень удобны для рисования. Конкретно этот я могу вам сказать, что очень удобен для рисования. А вот, допустим, какие-нибудь от Microsoft, все говорят, что ручки там очень не очень. Если бы такой ноутбук появился на рынке раньше, возможно, я бы не покупала себе планшет от Wacom, я бы не покупала себе лишний планшет от Samsung. Это сэкономило бы мне кучу денег, если бы я купила только этот ноутбук. Опять же, цена у них все-таки достаточно большая, но если вы купите себе только один ноутбук, и вам не нужен будет ни iPad, ни планшет от Wacom, ни какой-то второй экран, то на самом деле это более выгодная покупка и более многофункциональная. Надеюсь, мой опыт использования поможет вам определиться с техникой. Если что, пишите мне в комментариях, я всегда подскажу. Если бы я знала то, что я знаю сейчас, я немного по-другому бы покупала свою технику. Не могу сказать, что я сделала кучу ошибок в покупке техники, но сэкономила бы себе несколько сотен тысяч. Пишите мне в комментариях, на чем рисуете вы, достаточно ли вам одного планшета, вы хотите экраник или вы хотите очень много мониторов, 3-4, как есть у некоторых профессиональных художников, и о том, как вы обустраиваете свое рабочее место.